Привет, друзья! На днях на одном из доморощенных форумов аудиофилов-схемотехников я нашел схему Дугласа Селфа, его предусилителя для MC головок, для MC картриджей. Ну и кроме того, на форуме TheAudio.com до сих пор Эндрю Рассел никак не поймет, почему же в его предусилителе для магнитного звукоснимателя с подвижной катушкой, вот эта схема Рассела, почему же у него, значит, при увеличении вот этого вот сопротивления источника падает сигнал шум. Он никак не может врубиться, что шумы, приведенные ко входу, надо измерять не относительно общей точки эмиттеров, а относительно вот этого вот электродвижущей силы вот этого источника. Но давайте все по порядку. Сначала, о чем речь? Сначала я на одном из форумов русскоязычных по аудиосхемотехнике нашел вот такую вот схему в микрокапе. Это кто-то там из знатоков тамошних, но на самом деле не особо квалифицированных. Значит, попытались обсудить схему вот этого вот предусилителя Дугласа Селфа. Исходная эта схема была опубликована у меня в журнале «Радиохобби» номер 2 за 2012 год и в номере 5 журнала «Электор». Вот мой радиохобби на 25-й странице. Его опубликована вот эта схема, значит, Дугласа Селфа. Хорошая схема. Вот она. 4 запараллеленных биполярника ПНПшных, 2 SA1085, операционничек второй, который 0 держит вот здесь. Ну и вообще схема достаточно интересная. Я потому ее и опубликовал в 2012 году. Во втором, подчеркиваю, номере радиохобби, хотя исходная эта схема опубликована в 2012 году в 5-м номере журнала «Электор». Видите, как интересно. У меня в радиохобби схема во 2-м номере, а в «Электоре» в номере 5 за 2012 год. Ну да ладно, давайте посмотрим, значит, вот она схема Дугласа Селфа. А вот эта схема, которую набрал один из участников одного из форумов наших. Значит, я сразу хочу сказать, что схема, если вы пользуетесь микрокапом, то не надо тупо им пользоваться. Надо все-таки в голове что-то иметь и не добавлять лишних элементов, добавлять некорректных элементов и в то же самое время не вставлять те компоненты, которые очень важны для анализа. Что здесь? Вот этот C9, видите? Вот эти вот C10, C11, видите? Это абсолютно лишние элементы. Они отсутствуют в исходной схеме, значит, Дугласа Селфа. Видите? Тут никаких этих дополнительных конденсаторов на выходе нету. Они есть вот там вот дальше, 100 пик, но не 47 пик и дальше, а не собственно MC корректоре. Ну да ладно, это такое дело. Но вот эти вот два конденсатора, которые шунтируют идеальные источники напряжения плюс-минус 17 вольт. Т1 и Т2 это вот эти вот перемычечки сюда идут. То есть C9, C10 и C11, ну, смешно, да? V3 и V4 это идеальные источники напряжения, а их еще предлагают шунтировать вон по 1 миллифараде, по 10 тысяч, по 1000 микрофарад. Вот. Зачем это делать? Дальше смотрим. Вот это вот. Ну, это просто убираем.
вот эти вот элементы. Вот, что тут еще? Значит, общая, значит, ошибка всех, ну, большинства, скажем так, разработчиков, которые пользуются схемными симуляторами для анализа шумов малошумящих предусилителей. Вот это вот источник сигнала у нас, да? А ведь последовательно с ним никакого внутреннего сопротивления и никакой внутренней индуктивности нету. Это большая, достаточно крупная ошибка. Эта ошибка была и у Рассела, и вот у этих деятелей. Вот. Значит, я напомню, что головки звукоснимателя или картриджи, что MM типа, что MC типа, то есть с подвижным магнитом или с подвижной катушкой, у них достаточно большие собственная индуктивность и собственная емкость собственное сопротивление по постоянному току катушки. Их надо последовательно вот сюда вот вводить, иначе мы получим неправильные данные по шумам и неправильные данные по ОЧХ, кстати, тоже. Ну вот, значит, вот такая схемка. Ну тут еще вот, смотрите, что мне кажется не совсем точным. Вот здесь NE5532, это основной операционник этой схемы. А вот этот вот тоже NE5532, но оба этих операционника, они с биполярными транзисторами на входе. Это значит, что входные токи по постоянке достаточно большие. А вот здесь вот R13 2,2 мегома. Это значит, что протекающий по этому резистору постоянный ток будет давать погрешность в смещении. И вот эта вот схема на интеграторе, которая предназначена для поддержания нуля вот здесь вот на выходе основного операционника, она будет неэффективна. Давайте это сразу и проверим, кстати. Сейчас я запущу какой-нибудь анализ. Ну в анализе тут вот, значит, смотрим в анализе. Тут ребята исследуют сугубо А-чеху и F-чеху. То есть вот это нижние строчечки обычно я использую для шумов O-noise или E-noise. Тут этого и в помине нету, то есть ребята по шумам ничего не исследовали. Ну ладно, это вот такое. А-чеху мы видим, какую там 30 дБ усиление, это все в порядке. Теперь я могу посмотреть, что напряжение по постоянке, постоянный ток. Ну вот и смотрите. Вот этот вот операционничек у нас как бы задуман для установки нуля на выходе вот этого операционника основного. А смотрите, сколько у нас на выходе. 450 милливольт. Это далеко не нуль. Почему такое дело? Потому что, смотрите, вот токи у нас. Вот это вот 204 наноампера протекает по резистору с сопротивлением 2 мегома. 0,2 нановольта умножить на 2 мегома получается 0,4 вольта. Все законно. Вот на этом резисторе в схеме поддержания нуля получается падение напряжения 0,4 вольта. Что мы и наблюдаем. Я помню эту схему еще с 2012 года. Так вот, насколько мне правильно изменяет склероз, Дуглас Селф тут не мог поставить. Он достаточно квалифицированный человек, и он не мог такую ошибку сделать. Давайте посмотрим его оригинальную схему. Значит, тут IC1, а тут IC2. Смотрим спецификацию, что там у него за IC. Вот, смотрите. IC1 таки NE5532, а IC2 TL072, а не 5532. Вот этот вот TL072 у Дугласа Селфа. Ну-ка, давайте сейчас посмотрим, что будет, если мы вместо вот этого из доморощенных аудиофилов поставим то, что использовал Дуглас Селф. Вот. Не NE, а TL072. Где у нас тут TL-ки? TL
0,72. TL-ка 0,72. Ага, вот она у нас есть. Так, вот включаем TL-ку с 0,72. Смотрите, входной ток не нанофарады, не наноамперы, а 65 пикоампер. Видите? Это уже видно, что операционник с полевиками на входе. Ну и смещение нуля тоже 3 милливольта. Это нормально. Так, заменяем. Вот, теперь у нас TL 0,72 здесь, в интеграторе. Это правильный выбор, в принципе. Не самый лучший, но все-таки правильный. Значит, смотрим, что у нас с постоянкой творится. О, совсем же другое дело. 3,2 милливольта. Вот, видите, 3,2 милливольта на выходе операционника. Уже гораздо лучше. Уже не 0,5 вольта. Ну так вот. Значит, вот что мы можем сказать по этому поводу. А, вот еще что я нашел. Смотрите-ка. У Дугласа Селфа на входе стоит 2SA 1085. 2SA 1085, да? А сюда ребята поставили BC 560C. Лажа в чем? Некорректность в чем? А в том, что, во-первых, в модели BC 560C, сейчас мы посмотрим, вот она, да, смотрите, вот модель транзистора BC 560C. Смотрим один из важнейших параметров для шума, R-базы, объемное сопротивление базы, вот оно, R-базы. Вы видите, R-базы здесь в модели, которая используется в микрокапе, в микрокаповской библиотеке элементов, R-базы равно нулю. Догадываетесь, в чем подвох? А в том, что это R-базы, вот у этих 4 транзисторов, принято равным нулю. Оно, конечно, и поэтому расчет будет некорректный. Потому что у транзистора BC 560C, насколько мне правильно изменяет мой склероз, сопротивление базы огромное, просто огромное, несколько сотен Ом. Давайте сейчас вот специально посмотрим даташит на BC 560C. Смотрим. Ага, вот тут вот очень хорошо видно. Вот рисунок 5. Вот смотрите. В зависимости от тока коллектора, base spreading resistance Ом, R-базы. Сколько R-базы? Ну, скажем, при 1 миллиампере. 160 Ом, ребята, а не 0. А с сопротивлением базы 160 Ом транзисторы будут шуметь с MC головками, у которых сопротивление внутреннее от 3 до, ну, максимум 90 Ом. Так вот, транзисторы будут шуметь в несколько раз сильнее. Помните формулу Найквиста? Корень квадратный из 4 КТР. Так вот, это корень квадратный из 160 Ом намного больше, чем корень квадратный, скажем, из 12-омного сопротивления катушки типовые головки звукоснимателя MC типа. Ну, вот такой, как я люблю. Вот это вот моя головочка. Видите, глайдер. Benz Micro глайдер M2. У нее, насколько? Ага, вот смотрите, значит, у нее сопротивление внутреннее катушки 12 Ом. Поэтому, если будем использовать 160-омные BC560, то у нас шумы должны быть гораздо больше, чем шумы, собственно, головки. Кстати, еще пока я не закрыл эту самую, значит, паспорт на Benz Micro Glider, посмотрите еще важный момент. Рекомендуемое сопротивление нагрузки, то есть входное сопротивление MC предусилителя от 100 Ом до 47 килоом, не меньше 100 Ом. Это важный момент для Эндрю Рассела, у которого входное сопротивление 3 Ома. Ну вот, на этом, значит, мы это смотрим. Это мы
Вроде скорректировали. Ну все, вот так вот. Теперь можем приступить, собственно, к симуляции, то есть расчетам. Я, с вашего позволения, схему использую свою. Я заменю BC560C на более адекватные транзисторы. Вот. И всуну сейчас сюда эквивалентную схему головки. Вот L1 75 микрогенри и R15 это сопротивление обмотки Benz Microglider 12 Ом, мы только что с вами смотрели. Я их всунул последовательно с EDS той же самой головки. И вот эта вот точечка является входной точкой всего предусилителя вместе с головкой. А выходной вот это является. Значит, мы поставили TL072. Вместо BC560 я поставил 2SA1036. Почему эти транзисторы? Потому что вот у них, видите, R-базы 1,74 Ома. Вот. Почему я 1085 не поставил? Во-первых, потому что их нету в библиотеке микрокапа напрямую. А во-вторых, они менее подходящие для этого места. Почему? Потому что у 1085 сопротивление базы около 14 Ом. Оно напрямую в даташите не указано. Вот хитачевский даташит на 1085 смотрим. Напрямую они не указывают. И в характеристиках тоже не приводят. Значит, R-базы напрямую. Но мы можем, сейчас вот посмотрим тот параметр, который приводится для SA1085. Вот спектральная плотность напряжения шума, приведенная к базе. Пол нановольта на корень из Герц. При токе коллектора 10 мА. Это касательно, значит, 1085 производства Hitachi. А что у нас в Ренессасе? В Ренессасе у нас 1085. Что у нас? Ну те же данные. Вон, значит, в Ренессасе тоже 0,5 нановольт на корень из Герц. При токе коллектора 10 мА. Сейчас мы с вами пересчитаем это все дело. Вот. Но обращаем внимание, что и те, и другие 1085 уже не рекомендуются для новых разработок. Они 2005 и 2001 года и не рекомендуются. Итак, смотрим, как мы, значит, пересчитаем вот эти вот пол нановольта на корень из Герц. Подождите, с пересчетом я еще хочу вот же что посмотреть. Есть такой стандарт 61938 Международной электротехнической комиссии, ИЕКовский. Так вот, у него есть такая табличка на странице 26, в которой подробно расписано, какие должны быть входные сопротивления и входные уровни в головках звукоснимателя. Для MC-шных головок 100 Ом входное сопротивление должно быть. И 0,3 милливольта EDS воспроизведения. Ну, для головок стандартные 47 кОм, нагруженные на 220 стандартных пик. И 5 милливольт выходное напряжение. Еще важный момент, что по стандарту МЭК максимальное входное напряжение для предусилителя должно быть не менее 35 милливольт, а для MC-шных предусилителей 2,8 милливольта. Вот такие вот. То есть 35 милливольт наш предусилитель должен способен быть, принимать на входе и передавать на выход без искажений. Или 2,8 милливольта для MC-шных головок. Это тоже важный момент. Я обращаю внимание, что везде минимальное сопротивление
минимальное входное сопротивление значит, предусилителя для MC-шных головок 100 Ом, не меньше. А у Эндрю Рассела его входное, это X Ultra, имеет входное сопротивление 3,5 Ома. Мы это сейчас с вами тоже обмеряем, кстати, в микрокапе. Ну, значит, это закрываем. Теперь я перешел сюда в микрокап. Смотрим что? Ну, смотрим анализис. Схема понятна, да? А, да, я еще добавил вот проб. Это микрокаповская примочечка, которая позволяет оценить склонность к самовозбуждению. Это тоже обязательно. Как на входе обязательно индуктивность и сопротивление головки, так на выходе обязательно пробу, это самый пробник для определения устойчивости. Ну, смотрим анализ. AC. Видите, я поставил сразу же E-Noise и O-Noise разделить на 31. Что такое E-Noise? Это входной шум, приведенный ко входу IN, а O-Noise разделить на 31 это выходной шум, разделенный на коэффициент усиления усилителя на частоте 1 кГц. Я специально их привел к одному уровню, чтобы сравнивать значит, на одном и том же графике. Вот один. Вот, поехали run. Вот, у нас, видите, вот так вот. Что мы видим тут? Курсор F8, смотрим. 332 на частоте 1 кГц, 333 пика вольт на корень из герц при сопротивлении источника равно нулю. Это КЗ входа. При КЗ входа выходное, вернее, приведенное ко входу напряжение шума у Дугласа Селфа с нашими транзисторами, вот эти 2SA1036, при сопротивлении, при КЗ входа, значит, 333 пика вольта на корень с герц. Ну и поехали вверх. Если сопротивление источника 12 Ом, то 559. Если сопротивление источника 24 Ома, то 719 пиковольт на корень с герц. При 36 Омах 852 и при 47 Омах 958 пиковольт на корень с герц. Надо это запомнить. И смотрите, видите, у меня тут и noise, и o-noise разделить на 31. То есть и то, и другое примерно одинаковое. То есть я разделил выходные шумы на коэффициент усиления и получил входные шумы. Все практически совпадает. Видите, да? Ну вот. Значит, закрываем и смотрим. Что теперь мы делаем? Ну, давайте теперь просчитаем то же самое, те же самые шумы для корректора Рассела. Вот оно. Точно в тех же условиях. AC. Значит, ну и там степпинг, вот видите, например, по сопротивлению источника от 0 до 47 Ом через 12 Ом. Так. Значит, AC run. Поехали. Вот. Вот что у нас с шумами входными у Рассела на 1 кГц. При КЗ входа, то есть сопротивление источника равно нулю, 217. И поехали через 12 Ом. 537, 765, 967 и 1141 нановольт. Или 1,1 уже значит, микровольт. Значит, что мы отмечаем? Что входные шумы, приведенные ко входу у Рассела, при КЗ входа, да, меньше, вон 217, видите? 217 пиковольт. Потом 217, 537 и наверху 1,14. Давайте вспомним, что у Дугласа Селфа с этим творится.
Значит, опа, опа. Смотрим. Тут, да, больше. При КЗ входа у Рассела 332 вместо 217. Тут 576 у 559 у селфа, а у Рассела 537. 537, значит, у Рассела. И ой, сейчас, секунду. И 559 чуть-чуть больше у селфа. Но 559 и 537 уже одного поля ягоды, уже практически одинаково. Это при 12 ohmах. То есть по шумам при сопротивлении источника 12 Ом обе схемы практически эквивалентны. А самое главное, что при 47 Омах у селфа 958, а у Рассела 1141. Понятненько, да? Вот что значит трехомное входное сопротивление, низкое у Рассела. Оно обеспечивает примерно одинаковые шумы при 12 Омах, лучше при козе входа, но пусть бросит меня камень тот, кто слушает свои грампластинки при закороченном входе винил-корректора. А что касается вот 47 Ом, а 47 Ом это, кстати, не самое большое сопротивление МС-шных головок. Есть они и по 90, и по 60 Ом, то есть есть еще и больше. А в этих условиях уже при 47 Омах, значит, шумы у Рассела больше, чем шумы у селфа. Вот такие пироги. Видите, так? Что я еще хочу вам показать? Ага, вот что сейчас мы еще замеряем. Смотрите, сейчас я покажу, как нам с вами измерять в микрокапе входное сопротивление усилителей. Смотрите, что я буду делать. Я буду изменять вручную вот это R-source. От 0 до скольки-то там, я предполагаю, входное сопротивление. Когда сопротивление источника будет равно входному сопротивлению нашего усилителя, то напряжение вот здесь, вот в этой точке, ну или то же самое на выходе, оно должно быть, оно уменьшится в 2 раза по сравнению с тем, которое будет при сопротивлении источника равно 0. То есть я буду увеличивать сопротивление источника от 0 до какого-то значения, при котором коэффициент передачи вот из этой точечки вот в эту точечку уменьшится ровно в 2 раза. Это условие, при котором входное сопротивление усилителя нашего будет равно сопротивлению источника в данном случае. Да? Значит, что мы делаем? Я сейчас включу режим AC АЧХи. Вот. Это у нас будет АЧХ на вход и на выход. Ну, по входу и по выходу. Одновременно буду смотреть на входе и на выходе. Так. Run. Вот у нас... надо степпинг отключить. Стоп. Значит, надо отключить степпинг по R15. По R-source, вернее. Я отключаю степпинг. Вот. И теперь AC. Run. О. А тут я делаю вот такой ползуночек. Он называется слайдер. Достается он из менюшки IC. Вот тут, вот видите, слайдер. Вот. Можно таким образом изменять сопротивление. И теперь что? Значит, вот у меня я ставлю это сопротивление значит, источника на 0. R-source равно 0. При этом, естественно, у нас коэффициент передачи входной цепи 0 дБ.
Ну и какое-то там значение, сколько там, 25 дБ, значит, сопротивление, 25 дБ коэффициент усиления. А теперь я буду потихонечку вот это вот R-source увеличивать. Давайте вот так вот буду увеличивать. И что мы смотрим? И коэффициент усиления, и коэффициент передачи входной цепи, видите, уменьшается. Я должен увеличить R-source до значения, при котором входная цепь давит на 6 дБ. Ну вот примерно вот так вот. Вот так. И тут у нас вместо 20, сколько там, 5 дБ, 21. На 6 дБ. Так. Входное на 6 дБ. Вот. Входная цепь, коэффициент передачи входной цепи 6 дБ. Минус 6 дБ. При этом R-source 3,95. Ну 4 Ома получается. Вот. При сопротивлении 4 Ома R-source у нас, значит, входное напряжение уменьшилось, входное напряжение на эмиттерах транзисторов уменьшилось в 2 раза. Это значит, что у нас, значит, входное сопротивление равно, грубо говоря, 4 Ома. Вот так вот, вот. Минус 6 дБ. Это что касается, значит, Рассела. У Рассела входное сопротивление 4 Ома. Ну, мы считали 3 Ома, но ничего. Вот, R-source 4 Ома, оставляем 4 Ома. Переходим к, значит, селфу. У селфа, вот он, этот резистор. Но у селфа входное сопротивление, сразу скажу, что намного больше, чем у Рассела. У Рассела 2 общих базы, без всяких обратных связей, без нифига. А у Дугласа селфа, во-первых, эти транзисторы установлены в режиме, значит, по схеме с общим эмиттером, а не с общей базой. Вот она. Так? И кроме того, вот у нас идет через вот эту петлю R10, R3. Через петлю R10, R3 идет общая обратная связь достаточно большой глубины. Вот. Сейчас мы посмотрим, кстати, глубину обратной связи. Интересный момент. Это надо зайти в Stability. Вот это. Stability. И запустить Stability. Вот. Значит, у нас на частоте 1 кГц у Дугласа селфа 100 дБ петлевое усиление. Вот это график петлевого усиления. На 10 кГц 60 дБ петлевое усиление. То есть глубина обратной связи у, значит, схемы Дугласа селфа очень большая. Это значит, что входное сопротивление даже будет больше, чем у схемы с общим эмиттером без обратной связи. А если бы она была без обратной связи, то она бы была все равно. Вот этот R7 3,3 Ома умножить на H21E вот этих транзисторов. H21E этих транзисторов, сколько там у нас? 194, вот. Ну, 200, грубо говоря. Да? Так вот, 3 Ома умножить на 200... 3,3 Ома умножить на 200, это 660 Ом у нас было бы входное сопротивление, даже без учета значит, общей обратной связи вот этой. А с учетом общей обратной связи большой глубины у нас входное сопротивление будет еще больше. Но оно ограничено, конечно, вот этим вот резистором R5, то есть больше, чем R5, входное сопротивление этой схемы быть не может, потому что вот это у нас вход, а вот это у нас земля. R5 как раз сидит между входом и землей. То есть 10 кОм это резистор, который значит, задает входное сопротивление. Сейчас мы это, кстати, и посмотрим. Значит, что я делаю? Я делаю какой-нибудь анализ AC. Run. А надо опять тут отключить степпинг. PR15. Отключаем степпинг. Я его буду вручную изменять, этот R15. Вот такое. Так. Значит, сейчас мы что смотрим? Еще подождите. Давайте-ка мы вот что сделаем.
ну да, вот out. Да, все правильно. AC. Run. Смотрим. Сейчас я внесу слайдер по... Как у нас там тот резистор называется? R15. Надо ввести слайдер по резистору R15 и смотреть, насколько будет. Значит, вводим слайдер. Резистор R15. Так. В резисторе R15 мы будем его изменять от 0 до 10 килоом. 10 килоом с шагом 1%, чтобы было это. И по умолчанию у нас 12 Ом. Так, хорошо. Окей. Вот у нас появился слайдер. Сейчас у нас нулевое сопротивление. Вот оно, нулевое. При нулевом сопротивлении у нас сколько там? 30 децибел. Значит, нам надо 34 децибела, чтобы... этот самый... Сколько там? 29,89, да? Нам надо, чтобы коэффициент передачи уменьшился на 6 децибел. Увеличиваем, ну, грубо говоря, вот если 7 килоом, то сколько у нас уже? 24. А было сколько? Я забыл. Сейчас, секунду. Вернем. Значит, было 30, значит, надо 24. Нам надо добиться 24 децибела коэффициента усиления. Вот, еще чуть-чуть. 24, ну еще чуть-чуть увеличим. Вот она, 24. О! Как раз 24 децибела. Сколько? 8,2 килоома. Вот. 8,2 килоома, видите, да? R15 равно 8,2 килоома. И у нас коэффициент усиления 24 децибела. Это значит, что входное сопротивление схемы Дугласа-Селфа 8,2 килоома. Вот так. Ну, сейчас я это изменю, чтобы у нас по шумам все было. Значит, мы измерили, что у Дугласа-Селфа вот в этой схеме входное сопротивление 8,2 килоома, а у значит, Рассела входное сопротивление равно 4 Ома. Что такое 4 Ома? Ребята, 4 Ома... Ой. Где она у меня там наконец-то выскочит? Вот, я его поставлю на 12 Ом, потому что головка 12-омная. Так, вот. Значит, что дальше смотрим? Входные сопротивления мы определили. Видите, да? Так, теперь ненадолго вернемся к R-базе. Зачем нам оно нужно? Во-первых, зачем нам R-база нужно, чтобы было понятно. Вот это моя книжечка, значит, страница 66. Техника высококачественного звукораспределения. Вот смотрите, спектральная плотность шумов, приведенная к базе транзистора, общий метод, это корень квадратный из 4 КТ, а потом в скобочках R-базы плюс КТ разделить на 2Q и разделить на И коллектора. Это дробовые шумы тока коллектора, приведенные в базу, а вот это R-базы, это объемное сопротивление базы. Вы видите, она напрямую, при увеличении R-базы увеличиваются шумы. Значит, транзистора, приведенные ко входу. Вот эти вот Е-шума базы. Увеличивается. Параллель, значит, если Е-шума базы будет больше, чем Е-шума, значит, головки звукоснимателя, вот это резистор обмотки звукоснимателя, R-головки,
он практически эквивалентен R-базы. То есть, если R-головки 12 Ом, то нам надо и R-база, чтобы было 12 Ом или меньше. Иначе наш усилитель будет шуметь больше, чем головка. Так вот, R-базы у BC560, малошумящих в кавычках, это 160 Ом мы с вами видели, да? Теперь по R-базы, значит, 1085 тех транзисторов, которые на входе вот у Рассела, у Дугласа Селфа. 1085. Смотрите, по даташиту мы с вами видели, что там просто указано 0,5 нановольт на корень с герц. Но это эти самые, при токе коллектора 10 миллиампер. Это еще не это еще не R-базы. Как R-базы вычислить? Вот нам подсказывает Марсель Ван де Живель. Смотрите, по 1085. Он парень очень умный, все понимает, и он прямо на один из вопросов на D-аудио так и отвечает. В связи с тем, что 1085 задано 0,5 нановольт на корень с герц при 10 миллиамперах, когда вы возведете это в квадрат и разделите на 4 КТ, то вы получите эквивалентное тепловое шумы резистора 15 Ом примерно. Если из этих 15 Ом, как вот в моей этой значит, формуле, вычесть вот этот вот шум, вот эту составляющую, у нас останется только R-базы, то, значит, Марсель Ван де Живель так и пишет, что если вы скорректируете полученные вот эти 15 Ом на, вычтите дробовые шумы коллектора, приведенные к базу, мы получим, ну то есть КТ разделить на 2 QC, как в моей форме, то получим, что дробовые шумы при 10 миллиамперах тока коллектора эквивалентны шумовому сопротивлению 1,3 Ома, и значит 15 отнять 1,3 получаем R-базы у 2SA 1085 13,7 Ома, 13,7 Ома, видите, да? Вот. Что это значит? Это значит, что выбор значит, Дугласом Селфом 1085 для входных каскадов не совсем оптимален, потому что R-базы 13 Ом, оно больше, чем, ну, вернее, соизмеримо с вот этим вот сопротивлением. То есть шумы этих транзисторов шумят примерно одинаково, как и шумы обмотки головки. А если головка 3-омная, так шуметь будет усилитель больше, чем головка. Ну, собственно, для этого Дуглас Селф и включил 4 параллель транзистора. 4 параллельных транзистора эквивалентны одному транзистору с R-базы в корень из 4, то есть в 2 раза меньше. То есть вместо 14 Ом там будет 7 Ом. Ну, вот так вот, чтобы вы понимали, зачем нам R-базы. Напоминаю, что я выбрал для своей схемы 1036, у которых R-базы 1,74 Ома. Это примерно столько же, сколько у ZTX 851-951, которые я использовал в схеме, значит, Рассела. Вон R-база 1,5 Ома, видите? Вон. Значит, чтобы ну, в одинаковых условиях, как говорится, играть. Ну вот, значит, мы сравнили, помните, да, с вами, что, значит, шумы у Селфа и шумы у Рассела, при КЗ входа у Рассела чуть лучше, но КЗ входа это нереальные условия. А при 12 Омах они примерно одинаковые, а при 47 Омах источника у Дугласа Селфа шумы уже меньше, чем у Рассела. Вот примерно так. А теперь давайте я покритикую и оптимизирую схему Селфа. Ну, во-первых, я заменил транзисторы на 1036. В принципе, надо было бы сюда поставить, наверное, для полного счастья ZTX 951, но это вы сделаете уже сами. Они примерно такие же по R-базе, как и 1036, но их нету в микрокаповском
в библиотеке, поэтому я это, чтобы не терять времени, не сделал. Но транзисторы практически одинаковые для расчета. Значит, что я хочу сказать по схеме Дугласа Селфа. Видите, вот эти вот резисторы на входе, я их временно отключил, пока мерили мы входное значит, сопротивление. Но это не совсем правильный прием. Почему? Потому что, в принципе, вот это R3, где там у нас Self, вот, оно же у него запаяно на постоянно 100R. И R1 там до килоома, он тоже подбирает, EC1, это входная. Значит, вот 100R, 100 Ом я просто обязан, как говорится, включить. Я их включу. Вот. Видите, R3 у нас появилась. Что это дает? Я уже неоднократно говорил, что низкое входное сопротивление, что ММ предусилителей, что МС предусилителей приводит к одному, к ухудшению шумовых характеристик. Сейчас мы это дело с вами проверим, насколько у нас, значит, 100-омный резистор на входе ухудшил шумы. Смотрите. Вот. Я сейчас еще включу, извините, степпинг PR15, чтобы мы видели, как зависят шумы от сопротивления источника. Вот. Поехали. Значит, зеленым это приведенные ко входу шумы, а оранжевым это приведенные к выходу, деленные на 31. Смотрите, что у нас получилось. Ну, когда у нас входной 100 Ом на входе не было, да, то у нас одинаковые были вот эти вот зелененькие и оранжевенькие вот эти розовые линии, да. А что у нас сейчас? Смотрите, что у нас происходит. Вот я поставлю сейчас меточки сюда. Вот смотрите, что у нас происходит. При нулевом сопротивлении источника у нас ничего не изменилось, естественно, да? Вот. А при увеличении сопротивления, смотрите, что у нас происходит. У нас поднялся уровень шума до 1,19 нановольт. 1,19. А было 813 пиковольт. А при 100 Омах на входе, смотрите, 1119 нановольт на корень герц. Вот насколько увеличились, шумы при 47 Омах. Вон. Видите? 813, 1119. Нет, 1191. 1191. Почему это произошло? Смотрите. Смотрите, что произошло. Видите, R3 у нас присобачился сюда. Это значит, что у нас входное сопротивление стало 100 Ом. И если R15 у нас будет 47 Ом, то коэффициент подавления входного сигнала вот отсюда в базу у нас уже не пренебрежимо мал, а он уже достаточно серьезный. 47, значит, вернее 100 разделить на 147, вот вам и будет коэффициент передачи. Минус где-то 3-4 дБ мы потеряли сигнала за счет вот этого R3. Давайте я сделаю хитрость. Я R3 отключу. Вот. А включу 1 килоомное входное сопротивление. Сейчас посмотрим, что произойдет. Смотрите, видите? Теперь входное сопротивление практически 1 килоом. Но 1 килоом и 8 килоом наших вот этих, там чуть-чуть меньше будет. Тут было 100 Ом, тогда без обоих этих резисторов было 8 килоом, а сейчас у нас 1 килоом. Смотрите, что у нас происходит при 1 килооме с шумами. Видите? При КЗ входа у нас как было, так и осталось. А при увеличении сопротивления источника сигнала у нас разница, она уже не такая большая, как при 100 Омах.
Вот, скажем, у нас при 1 килооме 983, а так 941. 983, 941. Ну, при 1 килооме шумы возрастают, но не так сильно. Видите, да? Вот это я специально врубил этот режим, да, чтобы показать, как отрицательно поддавливание входным сопротивлением вот коэффициента передачи из головки в базу ухудшает сигнал шум. Вот это никак не может понять для своей схемы Эндрю Рассел, что 12-омное сопротивление источника на 3-килоомное входное сопротивление — это в 4 раза подавление сигнала. А это то же самое, что шумы, приведенные не к эмиттерам вот этих вот транзисторов, а вот сюда вот, в 4 раза как бы ухудшаются. Если мы сигнал давим вот сюда, то в обратную сторону, чтобы это так называемые приведенные ко входу шумы были, мы обязательно должны эти шумы в 4 раза сюда вот увеличить. Вот так. Вот примерно вот так, видите, схема Дугласа Селфа нам помогла разобраться со схемой Рассела. Да, Дотя. Так, ну что, с когнитивным диссонансом у Эндрю Рассела мы, наверное, все-таки уже разобрались. Я думаю, что он, как посмотрит это видео, он все поймет со своим 4-омным входным сопротивлением. Давайте теперь я в заключение попробую немножечко оптимизировать схему Рассела. Ну, во-первых, видите, мы взяли в качестве транзистора 2SA1036 с сопротивлением базы 1,74 Ома. Это практически как у Рассела, да, его ZTX 951, да. Но я гляжу, что вот эта схема очень похожа на мою схему, моего предусилителя из радиоежегодника 86 года. Где-то там. Вот она. Смотрите-ка. Тоже PNP транзистор и тоже операционник. Инвертирующий вход операционника на коллекторе. Инвертирующий вход операционника на коллекторе. Выход через петлю на эмиттеры. Выход через петлю на эмиттеры. База у меня, правда, на земле хорошо сидит. Ну и потом, тут питалово. В общем, схема очень похожа на мою. Да? Вот. Поэтому я прикинул, что я тогда, когда разрабатывал свою схему, я помню, что достаточно конкретно зависят шумовые характеристики от тока коллектора. Если вы помните, я даже описывал, что у меня вот этот вот R3 100 кОм, который между инвертирующим входом операционника и питаловым, да, у селфа это вот этот вот R8 между инвертирующим входом операционника и питаловым. Вот R8. Так вот, от этого R8 зависит ток коллектора постоянный этих транзисторов. И от этого тока коллектора должен зависеть шумовой ток. Давайте сейчас посмотрим, можно ли... сейчас посмотрим, во-первых, какой у нас сейчас ток. Какой у нас ток коллекторов. Ага, вот он. 1,13 мА. Токи коллекторов этих транзисторов 1,13 мА. А сейчас попробуем этот ток изменять вот этим резистором и посмотрим, что у нас будет с шумами.